Анатолий Эдуардович, у вашей команды сейчас в работе более 300 проектов. Это внушительная цифра. В активной фазе 50. Я знаю, что даже совсем... сказал бы, больше 50. Это 50 да, больше это 50. цифра. Недавно было утверждено строительство пассажирской линии в Непале. И я вас с этим хочу поздравить. И попросить подробнее рассказать об этом проекте, с каким запросом обратился к вам заказчик и что предложила компания UST Inc. Ну, мы с Непалом работаем давно, наверное, лет 5, не меньше. И представители заказчика приезжали к нам и не раз. В любой стране, в Непале в том числе, стоят транспортные проблемы. Так. Перевозка пассажиров, грузов между городами, независимо от того, какой рельеф местности. Так. Ну, в частности, здесь это перевозка от границы к вокзалу. И, естественно, они рассматривали разные варианты, что построить. И есть же вариант построить железную дорогу. Есть вариант, допустим, построить легкорельсовую систему, или монорельс, да, или канатную дорогу, или там поезд на магнитной подушке. Всегда есть возможность выбора. Но когда стали анализировать, и они, в том числе страна такая длинная, вытянутая, в длину там около 1000 километров, даже хотели построить железную дорогу, даже приступили там, чтобы прорубить просеку, ну, даже кое-где деревья вырубили. Но потом, когда посчитали, сколько это будет стоить, прослезились. Денег-то на это нету, да, потому что все другие решения транспортные, они очень дороги. Потому что, если посмотреть, вот едет наш Юникар, посмотреть, дорогу-то не видно. Там металла-то нет. Поэтому она, естественно, дешевая. На погонный метр это вес рельса где-то, а там бирельс, около 25 килограмм. То есть это меньше, чем вес железнодорожного рельса. Вы можете представить дорогу, один рельс, без шпал, без щебенки, без насыпи, без мостов, без путепроводов, да? А у нас материал еще меньше, чем на один рельс, ну, такой же длины. И поэтому, естественно, мы дали им предложение, которое в разы дешевле, чем применение существующих известных систем. И, естественно, они согласились. И сейчас мы подписали фактически уже контракт на строительство этой системы, но поэтапно. Сначала будет технико-экономическое обоснование, проектирование, строительство, потом испытания, эксплуатация и ввод в эксплуатацию. И это где-то займет около 3 лет, и через 3 года эта транспортная система должна быть введена в строй. У вас много проектов в жарких странах. И я знаю, что специально для этого ваша команда разрабатывала уникальный комплекс «Карат», который тестировали в вашем испытательном центре в Шардже. Скажите, как транспорт UST ведет себя в странах, расположенных в субтропиках, тропиках? Боится ли транспорт засухи, выстоят ли опоры, например, в период землетрясения или сильных проливных дождей? Расскажите об этом. Но вообще транспорт, надо правильно говорить, транспортная система или транспортный комплекс, потому что многие под транспортом понимают, например, автомобиль, а где же автомобильная дорога, а где мосты, путепроводы, где развязки, где гаражи, это все входит в понятие, да, транспортной системы. Так у нас тоже мы не машину делаем под климат, а весь комплекс. И машина – это, часть комплекса, который, естественно, может быть и сделан для жаркого климата, для тропиков, субтропиков. И, естественно, такая машина имеет свои особенности. Хотя «Карат» мы проектировали, в общем-то, для ТП и для локаций вот здесь, на севере. Но эту же машину можем легко адаптировать и к жаркому климату. Единственное, что надо усилить – это систему кондиционирования. Все остальное там, в принципе, ничего особо менять не надо. Ну, конечно, надо более мощную систему охлаждения. Дело в том, что даже двигатели у нас, они греются, хотя это электродвигатель, он тоже греется, у него есть своя система охлаждения. И поэтому, естественно, в жарком климате
климате двигатель будет греться сильнее, значит, надо делать, может, более мощную систему охлаждения. И не только двигатель, но еще и салона, потому что пассажиры должны чувствовать себя комфортно. И потом в салоне должна быть температура там, 20-25 градусов. А на улице может быть жара, тем более нагрев на солнце, это может быть 50 даже и больше градусов. И поэтому просто там мы установили дублирующую систему, более мощную кондиционирование системы. И только этим, собственно, и отличается. Но вот если землетрясение, люди просто обыватели не смотрят, и кажется, вот как вы говорите, невесомая струна и самоопора. Да. Объясните вот тем, кто действительно смотрит и не понимает, как она все-таки выстоит. Хорошо. Так вот смотрите, как раз когда землетрясение, падают мосты, те, которые вот строят существующие, падают массивные здания, потому что у них большая инерционность, и когда идет раскачка, они просто ломаются. Да? А вот деревья не падают, когда землетрясение. Дерево – это аналог нашей опоры. А теперь соедините два дерева веревочкой, да, и повесьте на веревочку белье сушиться. И начинайте трясти деревья. И что будет с деревом? Ничего не будет. А с веревочкой что будет? Ничего не будет. И с бельем ничего, но они тоже не упадет. Да? Поэтому здесь же не веревочка, здесь более мощная система. Допустим, вот здесь натяжение вот в этой путевой структуре около 200 тонн. И поэтому, как ты не раскачивай, как не качай, не тряси. И как не тряси, никуда она не денется, ее невозможно порвать. Для того, чтобы порвать, надо еще усилие 200 тонн. А как оно появится, это усилие? Это же надо не поперек. Вот тетива лука, я оттягиваю стрелу, она что, рвется? Нет же. Я могу порвать только если вот так ее вот натянуть, да? Или гитарная струна, я играю, она что, рвется от того, что я играю? Поэтому поперечные колебания для нашей рельсо-струнной путевой структуры вообще не имеют никакого значения. И поэтому наши системы, опоры, путевая структура, анкерные опоры рассчитаны на землетрясение 9 баллов по шкале Рихтера. Это самые большие землетрясения, самые крупные землетрясения, да? Когда мы строим струнную систему, то мы натягиваем струны. А струна – это проволока, это канат, это может быть лента, это ламель, это все что угодно может прочное, которое мы можем растянуть и большой длины. Да? При этом даже сталь вытягивается при растяжении. И вот на эти струны, например, на длине километр мы вытягиваем минимум на 5 метров. То есть сталь растягивается на 5 метров, и мы ее в таком виде крепим. А потом устраиваем рельс. Так вот, чтобы ее порвать, надо еще анкерную опору на 5 метров переместить в сторону. Тогда она только порвется. Ну как она может, анкерная опора, переехать на 5 метров? А если будет расстояние между анкерными опорами 3 километра, то надо переехать на 15 метров, чтобы порвать ее. Ну, даже в крупном землетрясении, таких перемещений не бывает в здании сооружений. Поэтому мы абсолютно не боимся землетрясений, и наши системы устойчивы к любым аномалиям. Не только там землетрясения, но и проблемы дожди. Взять опору, там же фундамент. Фундамент же лежит не на поверхности, а в глубине. Так, для того, чтобы опора упала, надо размыть фундамент. А если у нас свайный фундамент, и свай уходит на глубину 12 метров, так надо размыть на глубину 12 метров, чтобы опора-то упала. Даже если мы размоем, чем-то специально, так опора же тоже не упадет, она же держится за путь. И мы вот видели, когда иногда бывает ураган сильный и ломают телеграфные столбы, они повисают на проводах. Конечно. Но не падают, держатся за провода. Так провода там не сильно же натянуты, а у нас-то вон сотни тонн. Поэтому вот эти колебания почвы, размывы, оползни, там другие какие-то аномальные природные такие явления, они катастрофичны для автомобильных дорог. Потому что может насыпь вся поехать, и, естественно, асфальт провалится. Они опасны для железных дорог, потому что дождь может размыть земную насыпь и просто провалится рельсошпальная решетка вместе с рельсом, вместе с поездом. Да? У нас это не произойдет.
И даже если, допустим, слабые грунты, ну, оказалось слабые грунты, да, и, допустим, опора просела даже на метр. Вот представьте, опора просела на метр. Ну и что? Дорога-то все будет стоять. Но эта опора ниже этой, ну, на 10 метров. И что? Они могли быть на одной высоте. А вот они оказалось та ниже, чем это. И что, дорога что, не работает? Работает. А теперь опустите эту опору на 3 метра. Что, дорога перестанет работать? Нет, она также работает. Теоретически нет. И практически А нет. теперь поднимите ее на 5 метров. Ну и что? Ну вот немножко уклончик больше. Уклончик будет, И да. что? Но она не перестанет работать. А теперь представьте, проведите эти же операции с автомобильной дорогой или с железной дорогой. Она перестанет функционировать. Она просто сломается, да? Поэтому я с уверенностью говорю, что струнный транспорт, ну, он самый такой надежный, самый безопасный, самый долговечный, если говорить о путевых структурах, да, ну, чем любая другая транспортная система известна. Анатолий Эдуардович, а вот скажите, вы ездите по разным странам, в основном зарубежье. Как, возможно, я ошибаюсь, но кажется, что там как-то лучше воспринимают вашу инновационную разработку, то есть больше понимания у людей, что струнный транспорт, он универсален, вот то, о чем мы сейчас говорим. Скажите, так ли это, или просто в этих странах, за рубежом, скажем так, более острые проблемы, и поэтому главы государств понимают, что установка магистрали второго уровня – это просто необходимость. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Тут причина-то не в этом. Проблемы были всегда и будут всегда, да, в транспорте. Тут почему стало решаться вот этот вопрос и больше интерес, потому что мы стали другими. Мы выросли. Раньше был стартап, раньше никто не верил, что это заработает. Даже когда я тут землю брал, где был танковый полигон, представляете, здесь ничего не было. Да, вы об этом здесь бурьян был, да. там вот болото было, там можно было идти провалиться по пояс, да? И когда я узнал, что есть такой участок земли, ну, она никому не нужна, брошенный танковый полигон. Пропитый порохом, соляркой, изрытый гусеницами, тоже снаряды рвались и так далее. Но обратился в райисполком и говорю, ну, отдайте нам землю. Ну, она, говорит, он писатель райисполкома, говорит, ну, это глава района, да. Говорит, ну, в принципе, земля не нужна, ну, берите, говорит, ну... Хотите, пожалуйста, да? Ну, делайте, заплатите деньги там небольшие, так, потому что это было выставлено на продажу, и мы были единственные покупатели. И когда поехала первая его машина, она поехала через 2 года. Я пригласил писателя райисполкома, я говорю, ну как, поехала? Он поехал. Вы знаете, отношение уже власти изменилось к нам. Изменилось отношение людей, которые живут в Марьиной Горке. И сейчас мы вот преодолели этот рубеж. И все, ну не все, а многие увидели, что так это ж круто. Даже, ну опять же не буду называть фамилии, когда приезжает там министр какой-то, да, и слушайте, я такого слышал, а у вас все работает, это же, говорит, так круто, это же, говорит, новая отрасль. И раньше был противником, а сейчас, говорит, я хочу вам помогать. Понимаете? То, что он приехал и проехал, а не услышал от кого-то и не почитал где-то в газете или в интернете, понимаете? И поэтому все те, с кем мы сейчас активно работаем, все у нас побывали. Все даже. Здесь, в экотехнопарке. И в локации другой, в Объединенных Арабских Эмиратах, ну, в Шарже, да, где у нас тоже примерно такая же локация, так, только для тропиков. И даже министр транспорта Индии, ведь там тоже была, с каждой страной у меня определенная история связана, вот даже если взять Индию. Я впервые там активно начал работать в 2017 году, это 8 лет назад. Приехал с делегацией целой туда, и они познакомили меня с министром транспорта, и он пригласил к себе домой на виллу, он живет в Нью-Дели, и прямо в городе Нью-Вилла.
И более того, он даже угощал нас завтраком, который он сам приготовил. И я во время завтрака рассказал о своем транспорте, о преимуществах, о том, что это самый безопасный, самый экологически чистый, самый недорогой, самый надежный, долговечный и так далее. Показал ролики, там, оставил много материалов. И это его настолько заинтересовало. Он говорит, да, это нам надо. Нам нужно не меньше 500 проектов в Индии. А он сразу он так определил. А он, ну не меньше, Индия огромная страна, там почти 1,5 миллиарда человек живет, да? Сейчас по населению, по-моему, даже не они превысили Китай. Да, даже обогнали Китай. И он говорит, давайте через день встретимся у меня в Министерстве транспорта, в его кабинете. И через день, а мы это не скрывали, об этом говорили, вот и встреча будет, да? И вот через день я зашел в кабинет министра транспорта Индии, подхожу к столу, а перед ним газета центральная, я не помню, как называется, индийская газета центральная, и там крупными заголовками, крупный заголовок, потом мне перевели, было написано, например, так: «Мошенник Юницкий добрался до Индии». И огромная статья. И как ты думаешь, сильно у нас разговор пошел после этого? Нет, конечно. Конечно, нет, да. Ушло 7 лет, чтобы это исправить. Я уехал. И когда мы уже построили в Эмиратах тестовые трассы, и когда уже заработал наш этот демонстрационный сертификационный центр, вот мы снова пригласили министра транспорта Индии. Это я не знаю, помнит это был тот же человек? Тот или же. Он поменялся? Я не стал ему напоминать, вот помнит он, не помнит, прошло столько лет. Я думаю, он помнит. И когда он приехал и прокатился в нашем транспорте, и видишь, что это реально существует, он там такие слова написал в Инстаграме, его личном, что вот транспорт, который нужен Индии, нам нужно не меньше 500 проектов. Так вот, это, видите, сколько лет понадобилось, чтобы изменить мнение о том, что с нами можно работать. И что это не из фанеры сделано, и не студентами сделано. Это сделано на высоком профессиональном уровне. Я создал команду, где инженеров у нас порядка 1000 человек, где только конструкторских бюро больше 60. Это высококвалифицированные кадры, которых нет у других. И вот такой сильной школы, как у нас в Беларуси, в Минске, нет нигде в мире. Поэтому, естественно, эту систему струнную только мы можем проектировать, только мы можем строить, ну, основные узлы. И только мы можем показать, рассказать, как ее эксплуатировать. Потому что мы провели все необходимые испытания, исследования. И это даже вот на этой локации уже 10 лет мы работаем. Известно, что транспорт UST может решать вопрос маятниковой миграции. И я знаю, что с таким запросом обращались представители Ленинградской области в России, Алматинской области в Казахстане. Не все понимают, как вот такое относительно небольшое транспортное средство, как Юнимобиль, может оперативно перевозить большое количество пассажиров, которым нужно добраться там, из регионального населенного пункта в столицу или в областной город. Развейте миф о том, что это невозможно. Тут ошибка логическая. Небольшой транспорт. Это неправильно. Ну, небольшое транспортное средство. Вот. Это неправильное восприятие того, что мы делаем. Мы делаем отраслевой продукт. И понятие в отраслевом продукте вместимость или размеры транспортного средства там нет. Хорошо, автомобильная промышленность. Вы можете сказать, там маленькие или большие. Есть самосвалы, 300 тонн везут. А есть велосипеды одноместные. Это все понятно, люди да? Сравнивают, например, с привычным автобусом, который побольше кажется. Нет, так, понимаете, нет, вот нельзя вот к этой машине, которая проехала, да, к Юникару, сводить то, что мы делаем. Это один из 1000 вариантов.
Чтобы понять производительность нашего комплекса, надо немножко поговорить о транспорте вообще, чтобы понять, что это такое. Мы делаем новый вид транспорта, да? Где разные машины могут быть, и пассажирские, и грузовые, и городские, и междугородные, и скоростные, и высокоскоростные, и гиперскоростные, и подвесные, и навесные, и монорельсовые, и бирельсовые, и квадрорельсовые. Это все стольный транспорт. Так вот, в любом транспорте там должна быть решена конкретно транспортная задача. И в каждом проекте она своя. А в общих словах, в чем эта задача или проблема состоит? Из точки А нужно перевести в точку Б какое-то количество пассажиров или грузов с такой-то скоростью, по такой-то местности, имеющей определенный рельеф, препятствия, там реки, озера, не знаю, слабый грунт или прочные, имеющие там холмы или горы, или это, да? Но это задача транспортная, и она в каждой местности, она своя, локальная, естественно, да? И поскольку мы делаем отраслевой продукт, то мы можем в любой местности, в любом регионе решить любую транспортную проблему. То есть зависит от запроса клиента. Он Да. говорит, что у меня такой пассажиропоток, Да. и вы говорите, у нас есть такое решение. Да, и вот смотрите, почему-то все думают, что производительный транспорт должен обязательно большим быть. Все почему-то думают. Ну, давайте просто чисто математически порассуждаем. Ну, в часе 3600 секунд. Допустим, у нас требуемая производительность, объем перевозок 3600 пассажиров в час. Делим, значит, 1 пассажир в секунду. Отсюда можем делать вывод. Если у нас будет транспортное средство вместимостью 1 человек, значит, каждую секунду должен ехать транспортное средство. Ну, каждую секунду. Если будет 10 человек вместимость, значит, каждые 10 секунд. Понятно, да? Если 100, то сколько? 1000. Нет, ну если 3600. А, это... 3600, Не, да. и в секунду человек, значит, через 100 секунд. Ну, допустим, 100 секунд, 120, да. это 2 минуты, да? Так вот, смотрите, неважно, сколько, 1 пассажир будет в машине ехать, 2, там, 10, 100, ведь производительность-то не изменилась. Да, конечно. Она была 3600. Тогда вопрос. Хорошо, а давайте мы сделаем самое большое транспортное средство. А давайте мы сделаем там, ну, даже вот тоже вот 120 пассажиров, да? Но тогда машина будет весить, допустим, на 10 пассажиров, то есть они будут каждые 10 секунд эти машины. Машина будет весить 3 тонны, а 120-местная машина будет весить минимум 40 тонн. И мы делаем дорогу под нагрузку 3 тонны или под нагрузку там 30-40 тонн. Так, наверное, та дорога будет в 10 раз дороже. Конечно. Тогда вопрос, а зачем для перевозки такого же количества пассажиров мне делать более дорогую дорогу? Для чего? Чтобы кому-то понравится, который говорит, делай побольше, потому что посмотрите, такие большие поезда. Так и вы делаете большие. Они привыкли А к таким зачем? габаритам. Так дело не в этом, привыкли, не привыкли. Все должно быть разумно. Все, понимаете, еще, кроме вот этих вот как бы хотелок и понимания тех, кто не профессионал, еще понять такое, как экономика, стоимость системы, да, сроки строительства, расходы материалов, воздействие там на экологию, окружающую среду, и себестоимость проезда. Ведь есть, наверное, разница, стоит билет, там, я не знаю, 10 центов или $1? Есть разница? Конечно. Да как вы думаете, если дорога в 10 раз дороже, наверное, и билет будет дороже? Да? Так а зачем делать? Чтобы понравилось какому-то чиновнику или чтобы решить задачу по перевозке пассажиров эффективно, экономично, экологично, да, безопасно. Наверное, в этой задача более главная, да. И даже в тех системах транспортных, которые существуют, вот вы заходите в метро, думаете, там одна система? Нет, там 2 системы. Вторая называется эскалатор. Это же тоже транспортная система. Какая тогда, вопрос, у поезда вместимость там может быть 1000 пассажиров,
А какая у эскалатора вместимость? Я вам подскажу. Транспортное средство ступенька. Один пассажир. Просто эти ступеньки соединены между собой и движутся вместе. Но транспортное средство, эскалатор, это ступенька. Вместимость один пассажир. И у них одинаковая производительность. И у нас есть, допустим, вот двухместные машины. Вот тут они тоже ходят. Там вот шестиместная. Вот это поехала 48-местная машина. Вот это сейчас Unilight там шестиместная, да? Мы можем делать любой вместимостью под любую транспортную задачу. Причем сделать так, чтобы это было эффективно для решения именно этой транспортной задачи. И, соответственно, любую транспортную систему с нужной длиной пролета, высотой опор, нужной конфигурации путевой структуры, в виде фермы, в виде полужесткой или в виде гибкой системы, да? Чтобы, опять же, решить эту транспортную задачу на более эффективно для данного заказчика. И мы так подходим адресно к любому проекту. И неважно, в какой стране и как называется этот проект. Анатолий Эдуардович, мы сейчас находимся в Unilight. Это транспортное средство комплекса Unilight, который был построен в прошлом году в Акварели. И знаю, что у заказчика был особый, скажем так, запрос. Транспортная линия должна была проходить над ландшафтом, не мешать... Да, над прудами. Да. Через лес. Через лес, да, не мешать работе экопарка, не тревожить животных, которых да, вот кстати, мы сейчас будем проезжать. Зоопарк да. едем, да. Я знаю, что ваша компания UST Inc. Что ни на есть лучше справилась с этим запросом, решила его. Давайте вот поговорим об этом проекте. Ну, надо сказать, что это первый адресный проект, первый коммерческий проект, потому что мы уже едем как пассажиры. До этого были только испытания. И это испытательный центр рядом, да? А это уже коммерческая трасса. А вот и зоопарк. Кстати, тут больше 40 видов животных. Есть даже страусы там, и всякие другие животные интересные, и птицы. Тут надо было пройти вот над ландшафтом, таким сложным достаточно, видите, ручьи и канавы, а вот озеро, пруд. Так, и над водой, и сделать поворот. Видите, мы едем над поворот. Здесь около 20 градусов поворот. Я знаю, что говорят, это уникальная конструкция, конечно, что ваши инженеры впервые выполнили. Да, впервые. И мы сейчас тут можем... Остановиться? Нет, проедем сейчас сюда, дальше остановимся. Я просто туда, чтобы было время поговорить, да? Знаю, что инженеры впервые выполнили такую уникальную поворотную опору. Вот. Да, ну я как инженер, не забывайте, я генеральный конструктор. Да. Под моим руководством это все в основном мои идеи, мои решения, да. Ну, воплощение, естественно, это уже коллективный труд. Идея это один будет высказать, а вот сделать проектную документацию, это тут работали все наши конструкторское бюро и проектное бюро. Поэтому тут, чтобы сделать проект, работало больше 100 человек над этим, инженер. Особенно струнная система, она же не разрезная. Ну, тут программа, если 2 минуты постоял, он поедет дальше сам. Расскажите вот про эту поворотную конструкцию, возможно, какие-то технические нюансы все же. Ну, там есть ряд ноу-хау, ну, видно, что это сделано. Ну, вы же не знаете, как устроен iPhone. Не хотите его просто спросить поподробнее? Ну, это же не мешает вам пользоваться, да? Ну да, это правда. Так и здесь. Это знать детали не обязательно, но мы это сделали, поворот 20 градусов для нас не проблема. И 30, и 40, и 50, и 60. И можем развернуться и обратно поехать. Это любую проблему мы техническую решаем.
Это гибкая система, поэтому для того, чтобы проходить опоры, там должно быть седло. И седло, естественно, это вот такая криволинейная конструкция, и там немножко она неровная. Ну, в будущем, конечно, будем качество повышать. Ведь не мы, это же изготовители, по нашим чертежам сделали, и там есть неровности, потом немножко покачивают. А в середине, видите, ничего не покачивает, здесь путь абсолютно ровный. Потому что он натянут, это струнный рельс. То есть рельс здесь очень простой, он такой вот такой формы где тут два рельса, да? А здесь канаты струны, а здесь едет колесо. Видите, вот. Очень легкий путь, очень недорогой. И в каждом рейсе вот по канату всего лишь. То есть он... Учитывая легкость самой трассы, могу предположить, что транспортное средство должно было иметь определенный вес. Вот, в котором конечно, мы нет. Так мы же, исходя из этого, и проектировали. Поскольку рыбаков не так уж много, поэтому достаточно было шестиместную машину сделать. И она сделана шестиместной. Простой, потому что, ну, здесь же не вип исполнение. Рыбаки, это же понятно. Я сам рыбак, кстати. И здесь, кстати, дно решетчатое. Это сейчас просто, когда была зима, мы закрыли, чтобы здесь дуло. А так вообще тут даже через дно видно землю и воду. И рыбу. Да. Потом, естественно, машина где-то 1,5 тонны должна весить. Да, и она очень легкая. И здесь 8 колес. Кстати, каждое колесо приводное. И здесь мотор колеса. Так, домой. Анатолий Эдуардович, а вот мы сегодня говорили про то, что трассы второго уровня можно устанавливать в разных погодных условиях. Мне интересно, как вот на Unilight будет влиять сильный ветер? Будет ли как-то влиять, если, например... Что влияет? Ну вот, если, например, сильный ветер, будет как-то кабинка качаться, нас унесет или нет? Ну, сегодня ветер это есть, фантазирует. Правда, нет, но, естественно, он действует, эта система подвесная, будет раскачивать, но не сильно, то есть в рамках допустимого. Если на канатной дороге каталась когда-нибудь, Конечно. вот там качать. Ну там так же, опасно. Да. Здесь Потому чувствуешь себя в безопасности. Потому что там по канату едет, и он неустойчивый. А здесь два рельса. Это более устойчивая конструкция. Да? Поэтому вообще-то нормы допускают, когда наклон дна на 10%. Это где-то 6 градусов, это считается норма. Но нас ни разу так сильно не раскачивало. Да? Поэтому и опоры рассчитаны на то, чтобы кабинка проехала, раскачиваясь. Видишь, там есть расстояние. Вот сейчас мы прижимаем опору, и мы не коснемся опоры даже при раскачке. Они так сделаны, да? И проедем поворот, даже если будет машина раскачиваться без опасений. И видим станцию, там есть тоже фиксация. И не за что раскачиваться нет, а заедет в станцию, станет нормально, да? Поэтому, да, ветер не опасен, да? А если трасса заледенеет, например, при низких температурах? А это опять же не опасно, потому что, например, трамвай или железнодорога не боятся льда и снега на рельсе. Они боятся, когда на земле, ну, на шпалах, да, и поезд или трамвай садится на брюхо, и колеса не достают. Колеса, это сталь по стали, они большие контактные напряжения, и любой лед раскалывается. То есть лед не может быть на рельсе. Первый же проезд колеса раскалывает и сбрасывает. Поэтому нам без разницы, есть и не есть там, я не знаю, наледи или нету. Первый же проезд сюда сбрасывает. И каждый новый проезд очищает. Поэтому наш рельс самоочищаемый. Тут опаснее даже, наверное, песок. Вот в Эмиратах у нас там есть, там же влажность высокая воздуха. И ночью выпадает роса, потом сильные ветра, и заносит песок и пыль, и он налипает на рельс. Поэтому там теперь сделана система сдува песка. И потом перед колесом стоят воздуходувки, и они струю воздуха сдувают, если он есть. Поэтому, если даже сильно там наморозить и много снега, то можно просто его сдуть при необходимости. Потом у нас перед каждым колесом стоит отбойник. И все, что там выше 3 мм, просто сбивает с пути. То есть, ну, как вот нож, срезает, да? Поэтому у нас еще есть очистка пути не только колесом, но еще отбойник.
Поэтому загрязнения абсолютно не страшны. Не важно, там веточка упала, листики, это абсолютно не представляет никакой опасности. Пассажирам не стоит переживать. Да, не абсолютно не стоит. Анатолий Эдуардович, сегодня компания UST Inc. ведет также работу над проектом возведения трассы в одном из самых посещаемых санаториев Беларуси. Расскажите, какие объекты будет соединять трасса, какими она обладает преимуществами? Да, это на самом деле один из лучших санаториев в Беларуси. И они очень много посетителей, кстати, из России, отдыхающих, которые лечатся там и так далее. И, естественно, они расширяют территорию санатория, строят новые корпуса. И у них возникла проблема. Вот строят новый корпус, а там есть процедуры, и как, допустим, с одного корпуса попасть в другой зимой, когда человек вот в халате после процедур, что он пойдет на улицу и по снегу пойдет к этому корпусу. Поэтому у них возникла проблема связи двух корпусов санатория. И мы предложили горизонтальный лифт. Это же горизонтальный лифт. Вот одно здание, куда въезжает машина, а вот второе здание, куда она тоже заезжает. И как здесь, нажимаешь кнопку, и он поехал, да. И поэтому, да, это их заинтересовало, и сейчас уже идет проектирование и реализация проекта в планах. И я думаю, что строительство мы приступим уже в этом году. А сейчас документация на экспертизе. Я думаю, летом уже она пройдет экспертизу. И потом уже можно строить этот проект, потому что проект это не дорога, а комплекс. Конечно. Санаторный комплекс, где есть и горизонтальный лифт, струнный транспорт, да. И поэтому уже потом это решение можно потом масштабировать куда угодно, в Дубай, там, другие города, соединять небоскребы между собой, другие здания, сооружения. Другие санатории. Конечно, другие санатории. Так это можно просто две высотки соединить. Допустим, у нас есть проекты, когда, представьте, что в море стоит высотка. Причем стоит на острове, километре от берега. А как соединить с берегом? Как туда люди попадать будут? Или обратно? Так давайте еще одну высотку построим на берегу. Это будет комплекс. Гостиничный комплекс, отельный, да? И дорога наша струнная. Одним пролетом мы проходим этот километр. Это же решение, когда стоят высотки, это доминанта. И вокруг пешеходная зона, это кластер Ленина города, он полностью пешеходный. И дорога, которая вот соединяет высотки. Вариантов реализации вот этой технологии очень много. Вариант, когда горизонтальный лифт, соединяющий два здания. И, например, такие же вот предложения мы сейчас хотим реализовать на Тайване. И вот сегодня была у нас встреча с заказчиком, и они очень хотят это все, причем как можно быстрее. Да. А у них похожий запрос? Да, похожий запрос. Они хотят построить 4 отеля, высотные здания, и там будут и магазины, и торговые центры рядом, да, рядом будет жилье тоже, да, и их надо соединить нашей дорогой. Причем они хотят делать даже 2 системы, одну VIP, а другую, ну, городская трасса. Да. Так тоже это же аналогичный проект, то это Тайвань. И с таким же решением мы в Китай тоже хотим зайти, там есть курортная зона, и там тоже где-то километров 60, даже около 100 километров вот такой системой, где вот высотки стоят через километр, и они соединены нашей дорогой. Это такого же типа. Анатолий Эдуардович, у вас так много разных технологических решений, и вот вы уже сегодня говорили, что можете разработать Юнимобиль под конкретный запрос. Так, а какое вот ваше любимое свое транспортное средство? Мы уже спроектировали, изготовили на собственном производстве, испытали 15 моделей Юнимобилей. И в работе у нас еще 5 моделей. То есть, ну, фактически они уже почти готовы. Это считайте, что мы сделали 20 разных моделей. Вот
Абсолютно разные. Кстати, грузовой или пассажирский, да? Подвесной или навесной. Скоростной или высокоскоростной. То есть они все разные, абсолютно. Это по каждому надо было начинать с нуля. Это очень большая работа. Но мы же делаем отрасль. Там должно быть вот все это многообразие подвижного состава. И впереди еще будет тысячи моделей. Как и в автомобильном транспорте. Там тысячи, если не десятки тысяч моделей. Так и у нас будет в будущем. Но у меня так устроено мышление, что я же созидатель, я творец, я создаю. И то, что создано, мне уже не интересно. И поэтому это уже, сзади. У меня на спине глаз нету, я смотрю вперед, движусь вперед. Поэтому, хотите постоянно развиваться? Да, да. Это уже для меня мертво. Я должен двигаться вперед и понимать, что там плохо, чтобы сделать лучше. Лучше, да. И поскольку цель, на самом деле, она более амбициозна, чем просто струнный транспорт, вынести земную индустрию, вредную часть промышленности в космос и превратить планету в сад, в логике Земля для жизни, космос для индустрии, это вот программа «Экомир», да? То там есть еще одно транспортное средство геокосмическое, оно тоже струнное, называется общепланетарное транспортное средство. Собственно, оттуда отпочковался струнный транспорт, от этого решения. И это произошло давно, лет 50 назад. Отпочковался, и я стал развивать это направление как коммерческое. Да? А то вот для решения таких глобальных общечеловеческих проблем. Представляете, система геокосмическая, то есть связь Земли с космосом, которая весит 40 миллионов тонн, длина 40 тысяч километров, которая вмещает 10 миллионов пассажиров, 10 миллионов тонн груза. Доставляет все это в космос на орбиты на высоте порядка 400 километров за 2 часа. С комфортом, превышающим комфорт, когда ты едешь там в скоростном поезде, где так сидишь, как будто сидишь на диване, но ты на самом деле движешься. Вот там примерно такие будут ощущения. Правда, в конце там будет появляться невесомость, и по мере выхода в космос пассажир будет все легче становиться, а потом в конце станет невесомым. Вот только это будет создавать дискомфорт, ну что поделаешь. В космосе, на орбите все невесомо должно быть. Поэтому вот это мое любимое транспортное средство, к которому, собственно, я иду к реализации этого проекта всю свою жизнь. И это моя цель амбициозная, которую я еще в молодости поставил перед собой. И создание общепланетарного транспортного средства требует объединения как-то людей из многих стран. Да, и, кстати, многие говорят, это же недостаток, а вот надо посмотреть как на достоинство. А назовите еще один проект, который мог бы объединить всех. Назовите хоть один. Поделить ресурсы, деньги, нефть, что? Территорию друг у друга отнять, воду. Что? Все же это дает разлад. Это не дает возможности помириться. А вот представьте общие цели. А давайте жить дружно. А давайте то, что нам мешаем, вынесем в космос. И давайте там ресурсы делить, не здесь. Это наш дом. Общий дом. Но вы правильно говорите, сейчас же люди занимаются дележкой ресурсов, это есть, и это нельзя отрицать. Как вот вы видите? Подождите. Да, это есть. К сожалению. Но давайте и будем дальше делить 1000 лет, и друг друга поубиваем. Неважно, в какой войне, ядерной, там, термоядерной, да, или отравим друг друга каким-то, я не знаю, бактериями или ядами и так далее. Но давайте так жить. А что в этом хорошего-то? А назовите хоть один проект, который бы сказал, давайте жить по-другому. Назовите. Я не знаю. Вот другие знают, я не знаю. Поэтому этот проект может помирить и посадить всех за стол один переговоров. Да, это сложно, но это решаемо. Так вот, а что, на ваш взгляд, должно случиться, чтобы люди действительно поняли, что единственный шанс, скажем так, выжить, это объединиться? Да, но должны понять не люди, люди это понимают, а те, кто правит этими людьми. Поэтому надо их убедить, что
когда мы это сделаем, вынесем промышленный космос, экономика вырастет. Все станут богаче. И в том числе эти же правители станут богаче. Да? И у них и возможностей станет больше, ресурсов, потому что космос необъятен. Да завладей ты целым астероидом, где там, я не знаю, вот есть астероид Психея, где золото 200 миллиардов тонн. Ну, завладей этим и имей 200 миллиардов тонн золота. Зачем тебе золото здесь, на Земле? Да? И если превратить землю в сад, то и убрать промышленность, то, в принципе, в линейных городах, которые тоже наша разработка, может жить 10, 20, 30, 40, 50 миллиардов человек, обеспеченных всем. Работой, едой, воздухом, чистой питьевой водой, транспортом, рабочими местами, отдыхом и так далее. Да? При этом вот эти линейные города займут 1/30 территорию суши. И 29/30 мы отдадим природе, понимаете? Так как пусть леса, да, пусть луга, там, реки, без людей, пусть там животные живут, а мы будем жить вот здесь. Причем жить достойно. Так почему бы и каждый будет тоже свои бизнесы там создавать? Да ради бога. Этот бизнес будет еще даже крупнее, чем сейчас. Почему ты не хочешь вот, посмотреть в ту сторону, да? И надо вот это донести до тех, кто принимает решения. До них надо донести. И мы эту работу ведем, и это вполне реально, вполне реализуемо. В том числе через международные структуры, такие как Организация Объединенных Наций и так далее. Это все решаемо. Но это очень сложно. Но это решаемо. Потому что рано или поздно все-таки воевать надоест. Рано или поздно убивать друг друга надоест. Рано или поздно вот, отнимать друг у друга тоже надоест. Так? А что взамен? Надо же взамен что-то предложить. Вот, пожалуйста, наши решения, они дают альтернативу, другую. А суть заключается в чем? Мы техносферу, созданную человеком, ну, цивилизация, да, внутри биосферы, это как раковая клетка, которая убьет. Поэтому эта техносфера рано или поздно убьет и правителей, тех, кто принимает решения, ну, не их, так их потомков. Это как... Цивилизация наша технократическая... А как вы считаете, какое количество времени должно пройти? Сейчас скажу. Наша цивилизация напоминает плесень в чашке Петри. Есть такой эксперимент, когда берут стеклянную чашку, помещают там пищу, водичку, заселяют плесень и закрывают крышкой. Плесень радуется, еды навалом, воды навалом, начинает плодиться, разрастаться. Съедает все, загрязняет все своими отходами жизни и погибает. Так Земля – это чашка Петри. И цивилизация, ее ждет судьба плесени. И среди тех, кто управляет миром, тоже ведь умные люди есть. Ну да, ты проживешь нормально, а твои дети, а твои внуки, а твои правнуки. Ну, о них подумай, да? Почему нельзя вот с этих позиций посмотреть? Поэтому... Если вот сравнивать с чашкой Петри, то мы уже близки к этому пределу, когда это все начнет просто погибать. Да? По моим подсчетам, где-то 2 поколения. Ну, это лет 40-50. И тогда наступает точка невозврата для цивилизации. И уже назад просто не получится ни у кого. Ни у кого. Если даже сильно захотят. Все, точка невозврата пройдена. Поэтому время есть, чтобы осознать, но 2 поколения – это немало. Расскажите, что уже сделано вашей командой и вами для реализации проекта общепланетарного транспортного средства? Вопрос-то непростой, потому что понятие команды здесь оно другое, чем вы вкладываете в это. Дело в том, что здесь команда не одна. Вот то, что сделано там, это сделала команда ЗАО «Струнные технологии», которая входит в группу компаний, которую мы назвали группа компаний UST. А вообще правильно назвать ее группу компаний GTI, потому что инвесторы инвестируют деньги в GTI, владеют компанией, а GTI создала компании, и этими компаниями владеют инвесторы. Да? И поэтому ЗАО – это та компания, которая владеет инвесторы. Да? Это одна команда, которая делает вот струнные технологии, струнные дороги. И инвесторы дали деньги только на это.
Я не могу брать те деньги, чтобы делать, допустим, то, что вот здесь. Это делает уже фермер юницкий. Да? Или общепланетарное транспортное средство разрабатывать. Это делает другая компания, инженерных технологий, которую я учредил, и я финансирую. Я как инвестор, да? А не инвесторы, которые вложили в струнные технологии. Поэтому та команда, которая работает над струнными технологиями, она напрямую не причастна к разработке общепланетарного транспортного средства. Они могут только приобщиться к этому в выходные дни, после работы, ну, как хобби некое, да. И многим это интересно, вот это будущее, да. Поэтому многие сотрудники зала струнной технологии участвуют в нашей конференции с докладами и так далее, и работают над УТС, но это вне рабочего времени, это понятно. Это они хотят, им это нравится, они это делают. И поэтому я создаю команду отдельно, так, и ищу тоже источники финансирования другие, потому что только проектные работы по ТС потребуют где-то больше 100 миллиардов долларов. Только проектная конструкторская работа. Там же очень, это же, ну, представляете, система длиной 40 тысяч километров, масса 40 миллионов тонн, да? Сложнейшая, да? Где скорость ленточных магнитов 12 км в секунду, где линейный двигатель, магнитная подушка, где, понимаете, ветер дует, там земля же не круглая, она геоид, это все эстакада по горам, по суше, по океану, да, это, представляете, все, это, как это сложно. И это все должно взлететь, а потом там пристыковаться, да. То есть, поэтому здесь, ну, таких сложных инженерных задач еще не было в мире за всю историю. Это самый сложный проект, который был когда-нибудь, самый амбициозный проект. Да? И поэтому для того, чтобы это финансировать, я даже создал фонд в Соединенных Штатах Америки. Там есть законодательство, которое позволяет крупным инвесторам, если они инвестируют на такие вот какие-то общественные задачи, там, какие-то глобальные, там, цивилизационные, когда они инвестируют деньги, то они не облагаются налогами. И поэтому мы знаем, что они там миллиарды долларов там вкладывают, чтобы спасти каких-то там, я не знаю, животных там, или создать какие-то лекарства, там еще что-то, да. То есть там это развито в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я создал там фонд в Нью-Йорке, кстати, да, штаб-квартира, и планирую, значит, привлекать уже деньги, крупные деньги, большие деньги на вот эту проектную конструкторскую работу, которая потребует не меньше 100 миллиардов долларов инвестиций. Да? И уже команда, она будет создана в будущем, потому что той команды, что есть, она очень малочисленная. Естественно, там что-то серьезное сделать нельзя. А вот концептуальная проработка, да. Идеология, да. Там такая вот, как программа «Камир», да. Там достаточно одного человека. Это я-то уже проработал над этим, ну сколько, ну, больше 50 лет. И очень много сделал. То есть там достаточно моих, так сказать, сил. А дальше, ну, только, я думаю, проектировщиков, исследователей, конструкторов должно работать в этом проекте не менее 1 миллиона человек. Им надо зарплату платить, у них должны быть офисы и так далее. То есть, представляете, что такое? Это очень... При этом эта задача-то общечеловеческая, общецивилизационная. Тут даже не одна страна должна финансировать. Просто для начала финансирования Соединенные Штаты Америки подходит. А дальше не обязательно там. Так, это можно подключить потом все человечество, допустим, в рамках каких-то международных организаций, допустим, Организации Объединенных Наций. И на самом деле это не так и много надо, если перевести на одного человека, жителя планеты. Ну, долларов 500 с человека, это на уровне покупки телефона, айфона. Вот потратить только инвестиции и спаси Землю от гибели, от угасания. Хороший лозунг. Да, да. Причем это не надо одномоментно, это же то, что ну, лет 20 надо на разработку и строительство. И все это... 20 лет разработка и строительство. Да, ну не меньше. Ну нельзя такие сложные проекты делать быстрее, конечно. При всем желании, да. К тому времени уже МОД было же миллиардов 10 будет человек. Ну что там, 2-3 триллиона этот проект стоит уже со строительством, да. Ну это $200-300 на жителя планеты. Не так уже много.
Причем не за год, а вот в течение 20 лет. Поэтому эта задача вполне реализуема, если будет поддержка международных организаций, и потом, когда все осознают, жители планеты, что надо объединяться. А вот представьте, все начнут инвестировать, тогда, наверное, все будут защищать эти инвестиции. Ну, будут заинтересованы. Да, тогда зачем воевать, конечно. иначе же мы это не реализуем и так далее. Тогда же вот инвестирование в этот проект начнут тормозить вот это распри, который идет, да, это дележка мира, как вот лоскутное одеяло, каждый тянет на себя, и вообще скоро это все разорвется, да, порвется. Но тогда же начнут думать, а может как, я же вот туда вложился, я хочу, чтобы это было, давайте, может, как-то по-другому жить, да. Ведь это тоже будет способствовать объединению. Конечно, да. Просто начало работы, финансирования. Это тоже объединяющее, да. А не обязательно стол переговоров, да. Не обязательно убеждать там правителей, да. Можно просто работать с обычными людьми, с обывателями. Я тоже обычный человек, обыватель, по большому счету, да. Я же не лидер там страны, не президент. Получается, сейчас цель замотивировать людей. Да, и я сам себя, во-первых, мотивировал на все это. Иду вот уже по жизни сколько лет, невзирая на все преграды, проблемы, да. Анатолий Эдуардович, вы регулярно повторяете своей аудитории, что создаете новую транспортную отрасль. И в сегодняшнем разговоре это тоже звучало не единожды. Ну и зафиналить также я хочу этим и попрошу вас еще раз рассказать, почему ваш труд и труд вашей команды нельзя воспринимать как реализацию какого-то отдельного проекта. И вы сегодня мне до интервью об этом как раз-таки тоже сказали, что это, скажем так, ваша философия, и не нужно делать акцент на отдельные проекты. Есть вот элемент, болт-гайка, есть узел, допустим, какой-то шарнир, да, есть агрегат, есть оборудование, допустим, станок. И, кстати, машина, юнимобиль, это тоже оборудование, состоящее из элементов, узлов и так далее. Но это часть системы. Машина не поедет без дороги. У нас дорога другая. Это системный элемент комплекса. Без анконапоры разве можем струну натянуть? Это часть системы, путевой структуры. Без опоры разве может на это существовать? А на чем будет путь лежать? Там же есть еще промежуточные опоры, да? А если не будет станции, куда пассажиры приедут и куда выйдут? Значит, должны быть станции, это часть комплекса. А без системы управления, как она будет работать? И ведь каждый элемент, вот этот системный элемент, да, он очень сложен. И каждый из них может быть отдельным проектом. Вот теперь машина стала проектом для Илона Маска, электромобиль. Это же машина, оборудование, да? Причем оборудование известно еще за 100 лет до Илона Маска, до его рождения. Потому что первый электромобиль поехал в середине 19 века. Еще не родился дедушка Илона Маска, а уже электромобиль. И все говорят, ой, какая инновация, где же там? Это инновация, извините, 100 с лишним лет, да? Это совсем другое, у нас более сложные вещи мы делаем, да? Но это часть комплекса, а не весь комплекс. А если взять, допустим, путевую структуру, так это же аналог мостов. А думаете, что мост просто спроектировать? Целое есть конструкторское бюро, которое мосты проектирует. Иногда это годами делается, да? А думаете, его легко построить, этот мост? Поэтому есть целые строительные организации, которые строят мосты. Или сравнить, допустим, с автомобильными дорогами. Не с машинами, которые ездят, а с дорогами. Это же непростая тоже вещь. Я работал в этой отрасли дорожной, я в дорожно-строительном тресте работал. Мы строили дороги, мосты, путепроводы, развязки. Я-то участвовал, как говорится, в поле, да. Я работал там, да. И понимаю, как это непросто. Так опять же, путевая структура – это только часть. Если мы хоть что-то в этом комплексе не сделаем, то не будет комплекса как такового. Если ты, допустим, проектируешь дорогу, и у тебя есть автомобиль, но ты не спроектировал, не построил мост через реку, так дорога же не заработает. Кому она нужна? И твой автомобиль кому нужен, да?
Поэтому если хотя бы одного элемента у нас не будет, даже не системы, а элемента, допустим, мотор колеса, то это все не заработает. И поэтому мы должны сделать комплекс. Это очень сложная задача. Такие задачи никто не решал до нас, на самом деле. А мы ведь решили, комплексы работают. И вот только комплекс является проектом. Если бы это была машина, так мы уже были бы на рынке. А здесь надо продать весь комплекс. При этом тот, кто покупает, у него должен быть решен вопрос с землеотводом. Потому что если не будет земли, как ты это построишь? Надо решать вопросы согласования с городской властью по городу или там с другими землепользователями, если они это где-то между городами, да, неважно. Все равно земля кому-то принадлежит. А где брать электричество? Да тоже надо решать вопросы. А где брать воду, канализацию и так далее, да? То есть там, а где деньги взять? Это же не iPhone купить за там, $500 или там, даже $1000. Извините, это 10, 20, 100 миллионов долларов. Миллиард. Это совсем другие деньги. А решение принять. Я, чтобы купить iPhone, сам принимаю решение. Ну, максимум с женой посоветуюсь. Максимум. А комплекс, чтобы купить, кто должен принять решение? Один человек? Нет. Даже президент не может принять такое решение, президент страны, потому что он скажет, то есть же Министерство транспорта. А Министерство транспорта говорит, а мы тоже не знаем, вот есть другие в нашей структуре, пусть они решают, да. Поэтому или там мэр, или губернатор, и можно провести переговоры, причем они тянутся годами, иногда десятилетиями. И ты провел все переговоры, получил все согласования, а потом сменился мэр, сменился губернатор, сменился президент. И начинается все сначала. И, кстати, уже по Дубаю принято решение заказчикам, что Сокибот, струнная система в одном из проектов. Тоже, чтобы принять это решение, ушло на это 7 лет. Сейчас мы активно уже начали завершающие стадии работы на Тайване. Там есть ряд проектов. И вот сегодня буквально было тоже утром рано, потому что у нас разница по времени, Zoom с тайваньскими заказчиками, и они очень хотят реализовать все ряд проектов. Да? Но первые вообще контакты с Тайванем у меня были в 1995 году еще. Уже тогда я написала министру транспорта Тайваня письмо и предложил построить кольцевую струнную дорогу вокруг Тайваня. Там по центру горы и соединить между собой еще через горы, вот эту вот кольцевую, да. Ну вот эти вопросы вот решаются уже 30 лет, понимаете, да? И только сейчас пойдет результат. Потому что, тем более тогда было сложно, когда ничего еще не было, кроме идей, формул, математики, каких-то выкладок и так далее. Это было сложно и растягивалось на длительный период времени. Сейчас, конечно, будет попроще, потому что мы уже, вот первый проект, он работает. И все, кто приезжает, говорят, круто, мы хотим. Так же. И когда посещают демонстрационные испытательные центры Шаржи, когда тоже приезжают, говорят, круто, мы тоже хотим. И вот это все очень сильно активизировало, и поэтому очень сейчас быстро пойдет подписание целого ряда контрактов. Это просто первые, а потом как снежный ком. У нас будет задача вообще где взять время и людей, чтобы, да, то, что на каждом проекте должна, ну, это под 100 человек работать. Это кажется, что это просто, это очень сложно, на самом деле. Это же сложные инфраструктурные проекты, так? Но это тоже решаемо. И поэтому я, как человек, смотрящий в будущее, это я понимаю, поэтому я уже кадры готовлю к этому. И у нас уже есть запас ГИПов, главных инженеров проектов, которые уже обучены. Как только пойдут проекты, уже есть кому управлять. И они обрастут кадрами, и поэтому можем брать и потом десятки проектов, и сотни со временем. И только вот это направление проектирования у нас вырастет, ну, крупный очень проектный институт, где будут работать тысячи, а потом десятки тысяч человек. Создадите экосистему? Да, инженерная экосистема, да, она уже есть. И, да, уже команда большая, мощная команда. Но если только конструкторских, ну, подразделений типа конструкторского бюро,
Отделов, там, лабораторий, управлений больше 60. Больше 60. Анатолий Эдуардович, спасибо вам за такую содержательную беседу. Было очень интересно пообщаться и узнать больше о вашей новой транспортной отрасли. Да, ну надо как-то почаще, наверное, встречаться. Я открыт и готов делиться мыслями, идеями, историей создания всего этого, да и планами. Так что и вам спасибо, что нашли время и взяли у меня интервью.